большую войну. Невеста его провожала. Невеста его провожала. Мне счастье, родная, в пути пожелай. Вернусь ли домой, неизвестно. Казак говорил ей прощай. Прощай, отвечала невеста. Прощай, отвечала невеста. Над степью зажегся печальный рассвет, Донская волна засверкала. Дарю я тебе на прощанье кисет. Сама я его вышивала. Сама я его вышивала. Будь смелым, будь храбрым в жестоком бою, за русскую землю сражайся. И помни про дом, про невесту свою. С победою к ним возвращайся. Победою к ним возвращайся. Наташа, вот мы уже сегодня послушали самые разнообразные песни, видим, что в твоем репертуаре это и эстрадные песни, это и вот военные песни, это и современные какие-то песни, романсы. Я знаю, что у вас в репертуаре есть еще и старинные какие-то народные песни. Вот немножко расскажите об этом. Мне очень нравятся песни старинные, потому что они выражают саму суть народа, прямо в самое сердце, в самую глубину. И они такие простые по мелодии, и при том вся боль народная там вот в песне живет. Я пела валенки, валенки, да валенки, зрители, наверное, помнят. А потом я еще одни валенки стала петь. Валенки, валенки, прячет моя маменька. Понимаете? Вот. И я работаю в профилактории с пенсионерами. Они такие шутники, они любят эти песни. И они что-нибудь да новенькое, интересненькое. Они мне однажды спели песню шуточную. Я бы ее вот нигде не услышала, если бы не вот это вот старое пенсионерское вот это вот наше поколение, самая вот эта крепкая гвардия, это самый лучший слушатель пенсионеры. Они с юмором, они с такой крепкой заточкой. И они мне еще подарили шуточную песню «Домовой». С удовольствием послушаем. С удовольствием. Колокольчики, бубенчики звенят, про любовь и про разлуку говорят. Люди женятся, а как они живут? Колокольчики, бубенчики споют. Люди женятся, а как они живут? Колокольчики, бубенчики споют. Как у нашей, у хозяйки молодой, муж был старый и потрепанный такой, растерял свое здоровье в стороне, не оставил ничего своей жене, растерял свое здоровье в стороне, не оставил ничего своей жене. Вот однажды муж хозяйки говорит: нам с тобой, жена, разлука предстоит, уезжаю ненадолго, на 3 дня, не скучай и не балуй тут без меня, уезжаю ненадолго, на 3 дня, не скучай и не балуй тут без меня. Муж уехал и тихонько прилегла, но уснуть, конечно, сразу не смогла. А уснула, только слышит, боже мой, кто-то гладит ее нежною рукой. А уснула
заснула, только слышит, боже мой, кто-то гладит ее нежною рукой. Испугалась она на первых же порах, ничего не видит бедная в потьмах. А он шепчет: ты не бойся, ангел мой, не разбойник я, а добрый домовой. А он шепчет: ты не бойся, ангел мой, не разбойник я, а добрый домовой. Так 2 вечера ходил к ней домовой, а на утро уходил к себе домой. А на 3-й отказалась, ну и что ж, домовой-то на соседа был похож. А на 3-й оказалась, ну и что ж, домовой-то на соседа был похож. Вот, мужчины, посоветую я вам, не бросайте дома ваших нежных дам. А оставил так уж жалобно невой, если в доме заведется домовой. А оставил так уж жалобно невой, если в доме заведется домовой. Народный юмор, он самый острый, самый точный. И, наверное, вот Самый песни, искать песни, брать в репертуар, самое благодатное дело — это брать в народе, надо послушать, правильно? Да. Вот много забытых Да. песен. Часто наши артисты берут уже... Вот вчера прозвучала песня, они взяли, разучили и быстренько на эстраду. Да. А вот старые, забытые, добрые такие, традиционные песни с удовольствием слушаются любым поколением. И вы знаете, я вот думаю, что я не изменю своим привычкам и своим вкусом музыкальным никогда. Ну, я не смогу просто, понимаете? Все, что я пою, это прошло через сердце, через душу, и только потом я выношу зрителю, и вот это вот все с душой им дарю. Наташ, какие планы? Вот есть концерты сейчас у тебя какие-то? Что ты планируешь? Я даже не знаю, стоит ли открывать секреты. А почему бы не замахнуться на самого, понимаешь ли, Вильяма, понимаете, Шекспира? У меня в черновиках еще есть песни, которые я также по порыву души написала. Но пока у меня времени нет, потому что мне надо будет переезжать в Челябинск. Как говорил Виталий Абрамович, как в воду глядел. Вот. Переезжать уже, так с песней. Да, и тут что жизнь покажет. Идем дальше. Да, да, конечно. Ну, мы, наверное... Мы Наташу приглашаем на все наши мероприятия. Она участвует и в «Голубых огоньках», и в концертах, и в праздничных мероприятиях. Поэтому и дальше мы планируем сотрудничать с ней и будем приглашать, конечно. Спасибо. Спасибо. Пожелаем творческого долголетия и Спасибо. продолжать Удачи, радовать благополучия, наших всего слушателей. самого доброго. Я хочу пожелать зрителям здоровья, здоровья. И смотрите программу «Искра камина», потому что вы наши самые душевные и желанные гости. А адрес у нас очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина». Между нами осталась печаль, не смогли сохранить нашу нежность, только было друг друга нам жаль. Расставание как неизбежность, ты не спорил своей судьбой, принимал все как есть, верил в чудо, только мысли текли за тобой. В них нет места, и там я не буду, не грусти. Пусть останется в памяти нежность, отпусти. И поверь, в мире есть неизбежность, не грусти. Не мечтай повернуть все обратно, отпусти. Все со временем будет понятно. Я хочу, чтоб ты помнил и знал. Лишь хотелось мне счастья и ласки, чтоб желания ты угадал. По глазам, по губам без подсказки, чтоб хранил, как святое вино. Наши чувства, как искры надежды, все печали уйдут все равно. Если сердцем ты любишь, как прежде, не грусти. Пусть останется в памяти нежность, отпусти. И поверь, в мире есть неизбежность, не грусти. Не мечтай
мечтай повернуть все обратно. Отпусти, все со временем будет понятно. Зря ждала я твоей теплоты, зря мечтала о нежности чувства. Жизнь другую в мечтах видел ты, принимал всю любовь за искусство и играл неудачей своей. Не боялся обидеть впустую, потому я не стала твоей. И к судьбе, видит Бог, не ревную. Не грусти, пусть останется в памяти нежность. Отпусти, и поверь, в мире есть неизбежность. Не грусти, мечтай повернуть все обратно. Отпусти, все со временем будет понятно.